Девушка завершает прямой эфир. Она искренне улыбается в камеру. Экран медленно гаснет. А через 30 минут ее жизнь обрывается навсегда. Тысячи людей знали ее лицо. В тот день она общалась с аудиторией. Съемка шла на солнечном острове Йонджон. Это место находилось недалеко от Инчхона. Красивые виды и легкая улыбка. Это были ее последние минуты. Когда стрим закончился, часы показывали начало дня. Юнджи начала карьеру, искренне веря в магию интернета. Она считала, что сеть открывает любые двери. Девушка снимала свою повседневную жизнь и часто шутила. Она рассказывала о заветном желании стать актрисой. Ее аккаунт развивался стремительными темпами. 300 тысяч человек следили за каждым движением. Для многих подписчиков она стала близкой подругой. Девушка была яркой и невероятно позитивной. Она часто снимала прогулки и делилась радостями. Фанаты отмечали ее абсолютную искренность. Юнджи не играла роль, а показывала реальность. Она мечтала о съемках в популярных дорамах. Девушка старалась и хотела, чтобы ее заметили именитые режиссеры. Именно эта открытость и привлекла к ней чудовище. Среди огромной массы подписчиков появился человек. Он видел в Юнджи совсем не то, что все остальные. Он называл себя ее надежным партнером. Мужчина вкладывал в ее канал огромные деньги. Подписчик улыбался на камеру и писал теплые сообщения, но на самом деле он медленно подбирался к жертве. Его звали Чхве. Ему было около 50 лет. Он представлялся успешным бизнесменом. Мужчина называл себя руководителем крупной IT-компании. Чхве говорил, что хочет помочь девушке расти. Он предлагал выгодное партнерство и давал мудрые советы. И, конечно же, предлагал деньги. Очень большие деньги. По данным следствия, он отправил ей $70 тысяч. Для начинающей стримерши это было настоящим чудом, шансом выйти на новый уровень. Начались совместные съемки и обсуждения продвижения. Мечты о больших ролях становились ближе. Сначала переписка казалась вполне нормальной и даже полезной. Подписчик писал длинные и подробные сообщения. Он тщательно анализировал ее видео, предлагал темы, которые лучше заходят у аудитории. Чхве советовал, как улучшить освещение в кадре, подсказывал, как лучше взаимодействовать с фанатами. Он делился историями о том, как помогал другим блогерам. Юнджи отвечала с искренней благодарностью. Она обсуждала идеи и присылала черновики на отзыв. Постепенно общение стало ежедневным и очень частым. Поклонник начал спрашивать, как прошел ее день. Интересовался, что она ела и во сколько легла спать. Сначала это выглядело как милая забота, но вскоре вопросы стали более серьезными и личными. Чхве спрашивал, с кем она проводит время. Мужчина хотел знать, есть ли у нее близкие друзья. Он выяснял, куда она ходит гулять и есть ли у нее парень. Чхве объяснял свое поведение желанием защитить ее. Они начали регулярно видеться в реальной жизни. На первые встречи гость приезжал в хорошем настроении, привозил небольшие подарки и цветы. Чхве все ближе подбирался к Юнджи Мужчина быстро предложил оплатить новую съемочную технику. Он рассказал о грандиозных планах на совместный проект. Девушка видела реальную помощь и продолжала общаться и доверять ему. Однако уже тогда появились первые тревожные сигналы. Если Юнджи не отвечала в течение часа, Чхве паниковал. Он писал сообщения без перерыва и спрашивал, почему она не отвечает. Подписчик переходил на голосовые сообщения с обиженным тоном. Со временем давление стало невыносимым. Поклонник требовал отчеты о каждом эфире. Он хотел заранее знать тему и время съемок. Чхве требовал согласовывать даже локацию для видео. Если девушка снимала что-то без его одобрения, он сильно обижался. Мужчина присылал длинные голосовые сообщения о своих вложениях и упрекал ее в неблагодарности. Такие фразы стали регулярными. Юнджи пыталась держать личные границы. Она продолжала благодарить за финансовую помощь, но все чаще говорила, что хочет сама решать, что и когда делать.
делать? В ответ подписчик переходил на умоляющий тон и присылал сообщение о потере смысла жизни. Чхве говорил, что видит в ней большую звезду. И сразу после таких сообщений приходили новые переводы. Словно деньги были инструментом удержания и давления. К лету 2025 года ситуация стала еще более напряженной. Поклонник начал контролировать личное время девушки. Он злился на долгие паузы в переписке и устраивал допросы из-за случайных людей в кадре. Юнджи-А начала делиться с друзьями своими страхами. Она чувствовала себя под постоянным контролем. Девушка пыталась мягко завершить это токсичное общение, но каждый раз преследователь находил способы вернуться. Он использовал новые обещания и крупные переводы. К сентябрю 2025 года ситуация полностью вышла из-под контроля. Юнджи-А приняла твердое и окончательное решение. Она хотела полностью поставить точку в этом партнерстве. Девушка устала от полного контроля и жестких требований. Ей нужно было лично встретиться с ним, все разрешить и освободиться. 11 сентября Юнджи-А вышла в прямой эфир. Никто из зрителей не заметил ничего странного. Девушка выглядела жизнерадостной и веселой, как всегда. Стрим завершился и камера выключилась. Дальше начались те самые кошмарные 30 минут. После выключения камеры Юнджи-А почувствовала огромное облегчение. Она наконец могла спокойно поговорить с преследователем. Они встретились для решающего и тяжелого разговора. Беседа началась вроде бы нормально и спокойно, но ситуация очень быстро изменилась. Гость не хотел слышать слова о расстоянии. Он привык, что его деньги решают любые вопросы. Следствие позже восстановит примерную картину тех минут. Чхве начал уговаривать ее остаться. Он просил не разрывать их связь. Его голос становился все более настойчивым и агрессивным, но Юнджи-А твердо стояла на своем. В какой-то момент разговор перешел в открытый конфликт. Деловая встреча превратилась в нечто ужасающее. Через очень короткое время жизнь девушки оборвалась. Эксперты позже установят точную причину. Это было физическое давление на шею. Девушку нашли в отдаленном горном районе уезда Муджу. Это место находилось очень далеко. У нее не было там никаких дел. Она никак не могла попасть туда сама. Когда спасатели и полиция прибыли на место, они увидели страшное. Безжизненная Юнджи-А лежала в высокой траве. На ней были видны явные следы борьбы. Это произошло всего через 30 минут после эфира. Полиция начала максимально быструю и четкую работу. Были изучены последние контакты девушки, подняты все ее переписки и маршруты перемещения. Также следователи просматривали записи с уличных камер и быстро отследили передвижение автомобиля подозреваемого. Путь лежал в глухие горы уезда Муджу. Там преступник надеялся спрятать следы своего ужасного преступления. Но современная техника быстро все обнаружила. И очень скоро следователи вышли на главного подозреваемого. Чхве был известен под ником «Черный кот». В мире стриминга он славился как щедрый донатер. Мужчина переводил огромные суммы разным создателям контента. Но с Юнджи-А все было совершенно по-другому. Подписчик старался стать неотъемлемой частью ее жизни. Он планировал совместные проекты и обещал продвижение. Девушка поверила ему и его сладким словам. Когда человек вкладывает такие деньги и желание помочь, отказаться бывает сложно. Со временем маска Чхве дала глубокую трещину. Преследователь стал требовать все свободное время Юнджи-А. Чхве злился на любые задержки с ответами и давал жесткие указания по ее графику. 13 сентября полиция наконец вышла на бизнесмена. Сначала он категорически отрицал свою причастность. Он говорил, что не имеет отношения к случившемуся. Но когда ему сообщили о найденных уликах, ситуация изменилась. Чхве сломался и начал давать подробные показания. Следователи тщательно изучили его настоящую жизнь. Казалось, что за образом успешного руководителя скрывались проблемы. Дом мужчины был продан на аукционе из-за долгов. Его финансовое положение было крайне тяжелым. Но в сети Чхве продолжал играть роль щедрого подписчика с кучей денег. Эта двойная жизнь поразила всю Корею. Тем временем друзья и зрители Юнджи-А
А были в полном шоке. Они продолжали писать ей теплые сообщения. Никто еще не знал, что ответа больше никогда не будет. Семья девушки позже обратится к ее аудитории. Они попросят помнить ту веселую, жизнерадостную Юнджи А. Эта история потрясла всю Южную Корею. Люди активно обсуждали ее в новостях и соцсетях. Появился целый выпуск по этому делу. Там раскрыли все детали двойной жизни Чхве. Журналисты показали, как он жил непосредством, и объясняли, как мужчина выбирал жертв среди создателей контента. Юнджи А стала не первой его целью. Он проявлял повышенные интересы к другим девушкам, но она оказалась той, кто попыталась от него уйти. Чхве сейчас находится под следствием. Уголовное дело продолжается и идет к развязке. Но для семьи Юнджи А это уже не важно. Девушки, которая хотела делиться моментами своей жизни, больше нет. Эта трагедия заставила многих создателей контента задуматься об осторожности. Насколько безопасно принимать крупные суммы от незнакомцев? Где проходит тонкая грань между благодарностью и опасностью? Как защитить себя, когда по ту сторону экрана сидит одержимый человек? Эксперты начали открыто говорить о необходимости защиты. Они призывают к психологической помощи для создателей контента и учат вовремя распознавать признаки опасной одержимости. Психологи предупреждают и говорят, что нужно быть бдительными. Они объясняют, что финансовая зависимость часто приводит к трагедиям. Девушки боятся потерять щедрого подписчика и терпят его невыносимое поведение. Крупные донаты – это не всегда безобидный подарок. Иногда это начало пути, который ведет прямиком в кошмар. Интернет дает видимость и возможность общения с тысячами людей, но он же открывает дверь тем, кто не умеет останавливаться. История Юнджи А стала роковым примером для всех. Многие создатели контента начали открыто говорить о своих проблемах. Они стали делиться историями о навязчивых зрителях, рассказывать о давлении и сложностях с личными границами. Некоторые крупные стримеры призвали блокировать слишком щедрых подписчиков. Они хотят не допустить повторения этой страшной трагедии. Семья девушки опубликовала трогательное сообщение. Они благодарили всех, кто поддерживал ее при жизни, и просили помнить Юнджи А светлой и полной надежд. Ее аккаунт в сети остался как вечная память. Люди продолжают писать комментарии. Они вспоминают ее искреннюю улыбку. История Юнджи А – это громкое предупреждение. Нельзя игнорировать тревожные знаки в общении и бояться ставить жесткие личные границы. Как вы считаете, могла ли она разглядеть настоящую угрозу раньше?